это Габриэль Флеминг, и он немного чудаковатый. А это его дед-президент, покорившая гору Комарыби мать, дядя и собака. Габриэль пока не знает, как сложится его жизнь, но сегодня он принял решение переехать от семьи в миниатюрный дом и стать самостоятельным. Чтобы переехать в миниатюрный дом, нам нужен миниатюрный дом. Давайте его построим. Итак, я решила построить миниатюрный дом, потому что это вообще первый дом, который я строю в Sims. И я подумала такая, миниатюрный дом, он же маленький, это будет несложно. Что может быть сложного в малюсеньком доме? Но знаете, это тот еще челлендж, особенно для первого дома в игре, это не самый лучший выбор, потому что миниатюрный дом это настоящий пасьянс. Вам нужно туда запихать все возможные необходимые вещи, но как это сделать, не ясно. Но с другой стороны, хотя бы не приходится задумываться о том, как дом будет сильно или хорошо выглядеть снаружи. Можно, в принципе, сделать просто прямоугольничек, и это сработает. Но внутри это челлендж. Я не хотела использовать BB Move Object, потому что тогда дом может оказаться неиграбельным. Поэтому я практически не использовала, только совсем там чуть-чуть для окон, для какого-то оформления, поставить тарелочку, поставить окошечко. Это, в принципе, не сказалось на его функциональности. Дом у нас в таком, знаете, стиле, деревенском бохо-стиле. Я люблю просто бохо-стиль, как вы, наверное, заметили. Мне хотелось чего-то такого деревянного, чего-то такого экологичного, потому что на тот момент я только купила дополнение «Экологичная жизнь», и мне хотелось натыкать всего побольше из экологичной жизни. Еще на тот момент я купила дизайнера интерьера, то есть мне хотелось использовать вот эти два новых для меня тогда комплекта набора, поэтому тут есть несколько вещей. Но вообще для микродома самое классное это набор про микродом. Там прикольная малюсенькая мебель. И вот этот телевизор, он, например, сочетает в себе и музыкальную колонку, и телевизор, и книжную полку, что очень круто. И еще по поводу душа, я здесь пытаюсь поставить вот этот высокотехнологичный душ, но он, конечно, не вписывается никуда, но в целом идея с душем, я поняла, что душ может не находиться в доме. Так же, как и туалет, вам тоже не обязательно ставить в доме. Единственное, что вот мне кажется, что зимой иметь душ и туалет на улице, это какая-то жесть. Поэтому я здесь все-таки так делать не стала, хотя я об этом думала. И обеденный стол можно тоже вынести на улицу. Раковина, в принципе, вам тоже хватит одной, потому что вам не нужна раковина и в душе, и на кухне, потому что зачем это вообще нужно? К тому же раковину также можно поставить на улице. В целом на этом все. Интерьер дома, он такой очень простой, незатейливый, и все необходимые штучки там у нас есть. Так как Габриэль Флеминг, он персонаж еще молодой на тот момент был, он не знал, кем хочет стать, а у него очень такая семья прям крутая. И чтобы он смог себя найти, так сказать, определиться, он за подростковую жизнь этого не смог сделать, как, в принципе, чего нам от него ожидать. И я тут решила, что я вытащу на этот участок, потому что, смотрите, в доме мы мало что можем запихнуть, но мы можем много что поставить на улице. И я решила поставить максимальное количество разных штук, чтобы понять, что бы такое подошло лучше всего для Габриэля Флеминга. То есть я решила просто максимальное количество хобби, возможных занятий вытащить во двор, чтобы он во всем мог себя попробовать. Я смогла понять, кто же он. Тут вот эти вот, видите, вот эти вот крыши, я в итоге решила их не использовать, потому что они не исчезают, когда в игре ты к ним приближаешь. То есть, если у вас персонаж туда зашел, то это не очень удобно в это играется, поэтому я в итоге от них отказалась. Мне, конечно, хотелось, чтобы, знаете, вот эти столы для хобби всякие не мочил дождь, поэтому я рассматривала вот эти вот крыши, но в итоге удобство игры победило мое желание реалистичности. Так что все, пускай мочит дождь, но зато мне будет удобно играть.
Ну и сад хочется сделать побольше, потому что у микродома есть бонусы к садоводству, и вы можете прям классные такие растения легко вырастить. Вот эти все леечки, эти все грядочки, очень все классное. Вот этот костерчик, значит, он, наверное, он больше, знаете, для уюта, чем для какой-то функциональности, но мне кажется, уютно жечь костерчик, хоть там персонажи часто и загораются, но бывает. Вот эти вот загородки с листьями, они прям очень классные. И вот эти вот фонарики, я их просто обожаю, они из какого-то там про детей комплекта, что ли, прям. И они прям мои любимые фонарики. Ну и, конечно, обязательно надо поставить баскетбольное кольцо, чтобы прокачать фитнес за 5 секунд, потому что же в микродаме еще можно все навыки очень классно качать, надо пользоваться. В общем, настало время кустов. Кусты у меня тут создают такой уют вдоль заборчиков, потому что хочется какой-то уединенности, потому что получается, что основная жизнедеятельность проходит, в принципе, на улице, потому что в доме там, в общем-то, особенно плюнуть-то и некуда. И я захотела поставить скамеечку у входа, чтобы вот так вот можно было посидеть гостям, если вдруг. Ну, конечно, йога. Вот йога, единственное, что на улице йога не очень хорошо, потому что зимой все мерзнут и помирают, но почему нет? И в конце у нас немножко землицы все присыпать. Я обычно присыпаю заборчики, клумбочки, вот как-то так. Это очень добавляет участку какой-то вот живости, приятности, так что пользуйтесь этим. Я вот раньше не пользовалась, но для строительства прям такого старательного покрасить землю под кустами, это прям вот добавит вашей постройке прям уютности и реалистичности. И в конце, в самом-самом конце я вспомнила, что можно сделать ночное освещение, выключить свет и натыкать фонариков. Ну и давайте посмотрим, что у нас получилось, и оставим Габриэлю исследовать все это его богатство, искать себя. Пожелаем ему удачи, впереди у него еще длинная жизнь. Не знаю, проведет ли он ее в этом доме или нет, но пока, думаю, ему там неплохо. Этот дом вы можете скачать в галерее, я его выложу, вы можете найти его по хэштегу. Этот дом отлично подойдет персонажам, которые ищут себя и непривередливы в быту. А я в следующий раз попробую построить что-нибудь попроще. Спасибо, что посмотрели видео. Хорошей вам игры. До следующих встреч. Пока!